Лена опять спрашивает, что такое апокалипсис, и если он сейчас идет, то когда он закончится? Есть понятия, которые описывают состояние окружающего мира и то, что в этом мире сделала природа, то, что в этом мире сделали люди, то, что в этом мире сделали, предположим, паразиты. Есть на это разные времена. Очень многие понятия придумала, например, церковь. Есть природные катастрофы, да, и апокалипсис, например, имеется в виду, что это прежде всего природная катастрофа. Следствие природной катастрофы – это следствие того, что люди сделали на Земле. Но имеется в виду те, кто живут по паразитической программе. Либо те, например, кто прилетели, например, паразиты серые прилетели, вот, и хотят катастрофу устроить. Или обстреляли Землю ядерными бомбами, устроили катастрофу. Что это такое? Это ситуация тогда, когда люди получают опыт в жесткой форме, опыт развития в жесткой форме. То есть этому следствием апокалипсиса могут быть и паразиты, которые в данный момент имеют полномочия оказывать воздействие определенное. Апокалипсис, в общем-то, придумала церковь, а по сути название это катастрофа. Природного происхождения, человеческого происхождения, космического происхождения. Вот, если, в принципе, обладать высоким технологическим, духовно-психическим уровнем развития, это все можно балансировать. Вплоть до того, что если Земля, например, запустила вулкан, его можно остановить. Да, шторм также. Вот. Очень интересно про это говорил, был такой, ну, можно сказать, маг Золотов, он говорил, ну, идет на вас волна, там, с цунами. Ну, создайте такую же волну ей навстречу. Ну, соединились где-то там за километр от берега, ударились, все, ранилось. Да. Совсем можно работать, включая со смерчами, штормами. Летит метеорит какой-то крупный, либо объект, запущенный паразитами, его можно остановить там. То есть катастрофы не будет, соответственно. Чтобы всем этим заниматься, нужно вот иметь базу. То есть если мы технологически развиться не можем, то духовно-психически мы развиться можем. И это вопрос нашего выбора. То есть на технологическое развитие нужны технологии, на это нужно время какое-то. Духовное развитие, если этому уделять времени, ну, в принципе, можно переделать сознание населения за 5-6 лет на принципиально новый виток. И так мы можем все вопросы, которые решаются, например, на уровне каких-то специальных программ, например, с помощью МЧС, можно решать за счет коллективного сознания. Собирается психическая энергия людей совместная, коллективное сознание исправляет любую катастрофу. Можно общаться с Землей, можно общаться с сущностями, которые за пределами Земли, можно общаться с инопланетянами, которые подлетают к Земле, и когда они почувствуют такую силу, если они паразиты, да, то они будут сильно осторожны и, скорее всего, не рискнут атаковать. Что такое катастрофа? Что такое апокалипсис? Ну, не придумывайте таких страшных слов себе, не фиксируйте на них внимание. Вот. Обычно через такие понятия церковь пугает людей, чтобы навязывать им мировоззрение, какие-то свои вещи, которые позволят им управлять сознанием человека. Например, идея апокалипсиса, идея чего-то страшного, и чтобы этого страшного не было, нужно на задних лапах ходить за церковью и делать то, что она говорит. Не ходить на задних лапах, а покупать индульгенции. Ну да, да, то есть идти на поводу каких-то паразитических идей, попасть под влияние паразита. Поэтому не рисуйте себе таких картинок, касающихся апокалипсиса, и рисуйте положительный опыт. Заметьте, вся фантастика, которую сейчас делают американцы, она направлена на апокалипсис. Вот Земля там разрушена, инопланетяне напали. Да? Все идеи апокалиптические. Кто стоит за американской фантастикой, кто им сценарий дает, кто их наускивает. Вот их наускивают паразиты, поэтому у них фантастика такая. Возьмите русскую фантастику, которую писали на русские фантасты. Вот, в то время, особенно, когда их было много. Там, если есть апокалипсис, все равно позитив такой явный, конкретный позитив. Даже Стругацкие, которые так подрекламировали алкоголь, даже у них там конкретный позитив. Потому что там всегда светлые побеждают конкретно. То есть и там глобальной разрухи мира нет.
идея апокалипсиса – это идея загладить человека в состоянии страха, а потом в состоянии страха им управлять. То есть не включайтесь в этот образ. А теперь мое объяснение для участников сообщества «Разумное человечество» и членов проекта «Реконструкция». Дело в том, что я этот термин апокалипсис давала специально ребятам в определенном ключе. Лена, тебе такой вопрос. Как ты убираешь свою квартиру? То есть несколько типов психики у людей. Одни люди убирают квартиру комнату за комнатой. Другие люди убирают квартиру всю сразу. То есть они, допустим, идут в детскую, видят игрушки, собирают игрушки, видят, что грязный ящик, высыпают игрушки, идут моют ящик. Пришли в ванную, поставили мыться ящик, смотрят, что грязная раковина, начинают ее мыть. Помыли раковину, взяли ящик с игрушками, отнесли в детскую, смотрят, что в детской пыль. Вернулись на кухню, взяли тряпку, вытерли пыль в детской. Раз пыль в детской вытерли, нужно вытереть пыль во всей квартире. И Бог, Он такое, я не берусь на себя рассказывать, как устроено существо, которое нас всех создало, что я не являюсь его представителем, и я не являюсь никаким духовным лидером, берущим на себя подобные, так скажем, называется, обязательства или преференции, чтобы описывать, как устроен Бог, но кое-что из того, что я вижу и понимаю, могу рассказать. Он очень большое существо, находящееся в разных измерениях одновременно, и у него есть тоже свой день и своя ночь. Вот ваша ночь – это 8 часов, день тоже 8 часов. У него ночь может быть 100 миллионов лет и день 100 миллионов лет. Вот сейчас подошло особенное время, когда Бог, у него наступает день. Не зря говорят, что это новая эпоха у нас пришла, и новый век начнется, эпоха волка по славянскому календарю, и что эпоха разделения уже закончилась, эпоха рыб. Григорий, я все правильно говорю, я нигде не перегибаю. И началась другая эпоха, где нужно соединяться, объединяться в группы и делать совместные проекты. То есть нужно разбиваться по конкретным социальным группам, объединяться в сообщества, чтобы этими сообществами уже начинать творчество. Эпоха разделения началась. Началось. Смешение закончилось. Какая эпоха закончилась? Эпоха смешения, эпоха рыб закончилась, эпоха смешения. Началась эпоха? Началась эпоха водолея, эпоха разделения. Разделение. То есть сейчас мы отделяемся, допустим, курящие от некурящих, пьющие от непьющих, разрушающие нашу природу от неразрушающих, хищники отделяются от травоядных. То есть мы объединяемся в разные группы и будем в этих группах сосуществовать. И пришло такое время, когда Бог, представьте, что у него закончилась ночь. Вот он просыпается, откидывает одеяло со своей кровати, ну, примерно представим, что он человеческого вида, и окидывает взглядом свой дом. Вы же не думаете, во-первых, что Бог спит вот так, как вы спите, там, отключенный полностью. Бог, допустим, может спать, и он, может быть, видеть, что в его квартире происходит. Вот иногда спрашивают, почему так много зла, почему так много всего плохого у нас на планете. Если оно есть, это не значит, что Бог этого не видит. Он видит, просто приходит время, когда он откидывает свое одеяло с кровати, одевает тапочки, встает и думает, надо бы протереть пыль. И начинаются авиакатастрофы, войны. Это не потому, что Бог плохой и хочет все это сделать. Просто когда вы протираете пыль, вы убиваете микробов. Вы берете тряпку, мочите ее, бросаете на стол, там погибают миллионы микробов. Вы становитесь убийцей, по сути, разрушителем своей квартиры, потому что вы сообщество микробов сейчас вымоете и выбросите в раковину. Это я к тому, что, как любит говорить Григорий, не имейте себе двойных стандартов. Человек и существо разрушающее, и существо созидающее. Если нужно вытереть пыль, вы убиваете колонии микробов. И не надо строить из этого, ой, я не могу убить ни одного микроба, я обрасту всякой вонью и грязью и буду такой ходить. Когда надо, вы разрушаете. Допустим, стоит старый дом, он вам не нужен, вы его сносите. У вас пыль. Вы берете тряпку и смываете все эти полчища микробов в раковину. Благодаря этому вы можете жить. Об этических аспектах этого вам лучше спросить у Григория вопрос, он подробнее расскажет. Я же говорю о том, что, представляете, проснулся Бог и думает, так, начнем с протирки пыли. И если вы видите эти взаимосвязи, вы можете понимать, куда вам пристроить свой попец для того, чтобы
не попасть в разные катастрофы или различные неприятные моменты, связанные с тем, что Господь начал уборку в своей квартире. Леночка, закончится он тогда, когда дом будет полностью убран. Когда он будет полностью убран, сказать не могу, потому что в квартире у Бога не прописано. Я хотела обратить внимание участников сообщества на то, что сейчас участились падения самолетов, различные конфликты в политике, в экономике, в социальной жизни. И хорошее, и плохого сейчас очень много. И то, что раньше было невозможно, сейчас происходит день за днем. Вот вы могли себе представить, что у Америки может быть президент с черной кожей? Это те потомки тех людей, которых они насильно привезли из Африки в качестве рабов и долгое время эксплуатировали. Никто не мог этого подумать. Но тем не менее он был. Это, если сказать предыдущим поколениям, это абсурд какой-то будет. Как такое вообще может быть? И сейчас такое будет происходить очень часто. Удивительные вещи, которые вы не можете поверить, сейчас будут случаться практически каждый день, и они случаются. И к этому нужно относиться с пониманием. То есть пытаться разобраться, что происходит, для чего, в связи с чем, и как вам в этом во всем участвовать, чтобы ваше замечательное существо было теплое, веселое, развитое и доброжелательное.